Праздники вносят свои коррективы и в этот раз выходит не в понедельник. Ну что ж, бывает. Но я вам все равно расскажу про самые интересные новинки недели. Итак, привет, с вами Юра, вы смотрите Geek Media. Еженедельный выпуск новостей с самыми свежими новинками об играх, о всем, что с играми связано, и о, конечно же, локализациях, которые ждут нас массово. После праздников начнем сразу с игры про винишко. В настольной игре Wine Cellar у вас будет аукцион за вина. Каждому игроку в роли сомелье предстоит создать винный погреб для своего клиента, который будет хорошо храниться и соответствовать вкусам этого самого клиента. В течение 8 раундов игроки будут собирать бутылки с вином и расставлять их таким образом, чтобы создать временную шкалу, по которой вино будет употребляться. Стоимость каждой бутылки зависит от ее местоположения на этой шкале, и игроки также будут получать очки за соответствие предпочтениям клиента в отношении типа вина и страны его происхождения. Художникам для игры с таким сложным внутренним миром подобрать непросто. Хорошо, что бутылки и флаги согласился рисовать сам Винсан Дютре. У компании Floodgate вышла игра Hedge Mage. В этой игре вы выступите в роли волшебников, выращивающих садовых гномов. Вам, правда, мало своих гномов, поэтому вы будете отправляться на планшеты других игроков и тырить гномов у них. Они, соответственно, будут делать все то же самое. Ваш маг бегает по чужому планшету и пытается набрать как можно больше очков движения, чтобы вынести с его поля все, что плохо лежит. А одновременно вы строите лабиринты из изгородей у себя на планшете, чтобы оппонент у вас ничего не вынес. Движок игры, карты и полиминошки оформлен, на мой взгляд, так себе, но поиграть должно быть интересно и подгорательно. Скоро на Кике обещают запустить Assassin's Creed Animus. И по описанию это будет соревновательная настольная игра, которая позволит игрокам погрузиться в различные исторические эпохи, представленные во франшизе Assassin's Creed. Игроки возьмут на себя роли культовых персонажей ассасинов из видеоигры, каждый из которых обладает уникальными способностями. И вот ими они отправятся выполнять различные миссии. Играть можно будет до 4 игроков одновременно, и зная Mantic, которые делают в основном варгеймы с миниатюрами, или даже если делают другие игры, то за редким исключением у них все равно выходит варгейм с миниатюрами, я боюсь предположить, как они перенесут на стол сюжетный стелс-экшен с паркуром. Отдельно стоит отметить, что компания Mantic заявила, что она учитывает ситуацию с пошлинами, и что у них есть план, который позволит американским покупателям с уверенностью поддержать этот краудфандинговый проект. А между прочим, это большая проблема. Они собираются выходить на Kickstarter с этой игрой, а на Kickstarter проект сейчас собирают плохо-плохо, потому что большая часть клиентов Kickstarter по настольным играм — это американский рынок, и туда сейчас никто не хочет вписываться, потому что не понимают, приедут к ним игры или нет, и если приедут, то по какой цене. У Антуана База выйдут новые 7 чудес, и это будут Seven Wonders Dice. И увидев эту новость и картинку коробки в ней, я хотел пошутить, что следующей игрой после этой у них будет Seven Wonders Roll and Ride. Но они меня опередили, потому что эта игра и есть Roll and Ride. Как и обычно, в 7 чудесах вам нужно будет бороться за превосходство в нескольких областях развития государства и построить свое чудо света. Игра состоит из нескольких ходов, в течение которых вы будете использовать кубики для строительства своего города, а в конце игры почитайте победные очки и узнаете, кто набрал больше и всего их и победил. Необычный сеттинг был выбран авторами для настольной игры Night Soil. И она так романтично называется «Ночная почва». Что бы это могло быть, подумаете вы? Так вот, что я сейчас расскажу. В самой игре вы будете управлять конкурирующими компаниями по уборке нечистот с улиц Лондона. Ночью карты рабочих будут использоваться для аккуратного перемещения кубиков, которые обозначают отходы по тем самым узким улицам Лондона, для того, чтобы вы получали прибыль и нанимали новых рабочих. Днем же этих рабочих можно отправлять в Лондон для рекламы, привлечения внимания местных предпринимателей и улучшения активов своей компании. Однако толпы рабочих усугубляют проблему отходов. Сами понимаете, почему. При игре, кстати, не забудьте надеть шляпу. Так, на всякий случай. Lightning Train — это идеальная игра для нашего Женьки. Во-первых, она про поезда, а во-вторых, она на механике мешкостроя. А Женька любит всякие строи. Короче, здесь мы строим мешок, улучшаем возможности компании, размещаем фишки по Америке и делаем доставки, чтобы заработать. Там в одних городах нужны одни товары, а в других городах их можно взять. В игре обещают возможность как взаимопомощи, так и высокой конкуренции. Пока в реальном мире Америка и Китай готовят торговое перемирие и временно откручивают пошлины назад, компании все равно готовятся к худшему. В своем квартальном отчете компания Funko сообщила о ряде мер, направленных на борьбу с влиянием пошлин на ее бизнес.
И в них входят сокращение штата, смена источника финансирования и поиск капитала. Дошло даже до заявления о том, что они сомневаются в возможности выполнять обязательства перед своими кредиторами в ближайшие 20 месяцев, поэтому компания ищет дополнительные или другие источники финансирования, а также другие потенциальные возможности для бизнеса и стратегической сделки, что обычно на простом русском языке означает продажу всей компании или ее части. Недавние антикризисные меры Фанка включали в себя приостановку всех исходящих поставок из Китая, которые компания готовится возобновить для некоторых розничных сетей в ближайшее время, и ускорение перемещения производства из Китая в другие страны Азии. По словам генерального директора Синтии Уильямс, в результате перемещения производства в другие страны к концу года на Китай будет приходиться всего лишь 5% американских поставок, а не треть, как сейчас. Ну, а что касается операционной деятельности, в начале этой недели Funko предупредили о повышении цен на все фигурки серии Pop. Причем, если раньше они стоили $12, то теперь будут стоить $15. Компания также провела значительное сокращение расходов, включая сокращение персонала аж на 20%. И проводили это в 2 этапа в марте и апреле. А также они планируют рационализацию SKU. SKU — это товарное наименование. Для устранения товаров с более низкой маржой и низкой скоростью оборачиваемости. Короче, избавляются от части своего каталога. А я напомню, что Funko делает не только фигурки, но и настольные игры по известным франшизам, включая, например, Disney. Но вообще у него в прошлом году в первом квартале был убыток. В этом первом квартале, правда, он вырос с 22 до 27 миллионов по сравнению с прошлым годом. Так что дело может быть не только в пошлинах. Хотя, скорее всего, пошлины стали просто последней каплей для Funko. Блин, ну реально нельзя производить столько фигурок. Ими завалены просто прилавки, что у нас, что за рубежом. Огромное количество этих фигурок, которые, по-моему, никто не покупает. The OP Games — это еще один гигант с пачкой известных франшиз. Планирует отправить 15 контейнеров с играми обратно в Китай и приостановил все другие китайские производства. Игры были отправлены из Китая, когда пошлины составляли всего 20%, но увеличение пошлин до 145 означало бы для компании, что ей придется заплатить еще $920 тысяч, чтобы ввести в Соединенные Штаты свои товары. Решение было принято еще до перемирия, так что теперь, может быть, попробуют эти контейнеры вернуть обратно. Типа, откройте дверь, закройте дверь, приоткройте дверь, ну и так далее. Как и другие издатели игр, они говорят, что у них нет вариантов внутреннего производства для продукции, которую The OP Games поставляли из Китая. Тем временем, не у всех в Америке все так печально, и, например, Tabletop Tycoon — это те, кому принадлежат, например, Starling Games издательство, которое выпускает Everdell, кстати, они выкупили себе полностью права на игру Холст вместе со всеми дополнениями. А мы переходим к новостям кикстартеров. И, как я уже сказал, на Кикстартере есть проблемки. Но немножко позже об этом. От создателей игры Mythwind, которую у нас создает Gaga Games, и в мире этой же игры на Кикстартере сейчас собирает средства игра Sprites and Sprouts. В этой игре в роли феечек вы будете выращивать огород, создавая паттерны из тайлов у себя на планшете. Ну, то есть узорчики такие из тайлов, конкретно расположение нужно будет вам. Основной механикой игры будет выбор действий на своем планшете, там 4 действия. Причем их вы сможете усилять. Ну а забавная фишка то, что ваше поле игровое, оно уже как сетка координат, и вам нужно будет угадывать, где что быстрее прорастет. Несмотря на крутой обещанный продакшн, выглядит, на мой взгляд, игра сомнительно. Еще на Кике идет игра Reforest на модную сейчас природную тематику, где вы будете выращивать различные растения и использовать их способности, а также бонусы для усиления и получения победных очков. Маленькие растения в ней, например, усиливают ваши возможности роста и удобряют почву, а большие деревья как раз будут приносить вам очки в зависимости от того, что там рядом с ними растет. Место у вас будет ограничено, поэтому нужно будет балансировать между теми и теми. Вообще сейчас на Кике очень мало интересных игр, потому что издатель явно понимает, что в них не особо кто-то захочет вписаться. А вот те, кто делают игры на Кикстартере, ставят играм прям очень маленькие рубежи для выпуска. Я думаю, что это сделано, чтобы выглядело, что игра многим интересна. Например, заходишь на игру, которая профинансирована на 200-300%, и понимаешь, что там порог финансирования был всего лишь $500. И поэтому, ну, как бы она очень круто типа сфинансирована, но по-настоящему в нее вписалось там 3 коллеги. На GameFound же с настолками у людей все гораздо более радужно, и если Kickstarter, видимо, останется для модулей для ролевых игр и миниатюр, то все большие проекты теперь будут запускаться на GameFound. Но посмотрим, я не думаю, что что-то в этом плане изменится. На GameFound вышла вторая редакция игры AV Ghost Paranormal Investigation. Это кооперативная игра, в которой могут играть от 1 до 4 игроков, и где вам предстоит взять под контроль команду паранормальных следователей. Ну, вернее, не сами паранормальные, они исследуют паранормальные явления.
Все они являются частью специализированного агентства, которое занимается раскрытием и расследованием таких странных дел. В игре вам предстоит выполнить задание по очистке домов от призраков и духов по просьбе некоторых лиц. Игра предназначена для игры в полной темноте с цифровым приложением, которое будет раскрывать вам подсказки, добавлять фоновую музыку и пугать вас звуками голоса и разными другими звуками из различных паранормальных событий. В базе каждой фигурки следователей вшит фонарик, и вы видите только то, что он освещает. Для различных эффектов в фонарики накладываются фильтры. Ну, то есть, например, если вас там побили, туда вкладывается фильтр, который уменьшит ваш обзор. А еще может поменять цвет. Или, например, дать вам ультрафиолетовое свечение, которое подсветит определенные дополнительные вещи на поле на игровом. Вы там будете искать циферки и буковки для того, чтобы смотреть, что там происходит, в зависимости от вашего сценария. Вот такой необычный сюжетный данжен-кроулер, который с первой редакции почему-то сильно не взлетел, несмотря на то, что в нем реально уникальная механика. Хотя смотрел я его тогда на Эссене, когда они показывали только прототип, и, честно говоря, казалось странно. Казалось, что вся фишка игры заключается именно в том, что она играет в темноте с фонариками. Но, правда, у нее и версия была для игры без темноты, где вместо фонариков вы использовали специальные такие трафаретики, чтобы видеть, что видит ваш герой. Но тогда половина игры просто теряется, потому что вы должны реально с помощью фонариков своих действий походить по игровому полю и выискивать те самые улики, которые вам нужны. А я хотел поблагодарить всех тех, кто поддерживает канал Geek Media. Ребята, большое спасибо, что вы вписываетесь к нам на Бусти и остаетесь вместе с нами. Это очень приятно и очень полезно для нашего развития и позволяет нам делать для вас больше хорошего контента, разыгрывать классные игры для вас и давать вам всякие различные дополнительные плюшки и бонусы у нас на Бусти. Я не буду раскрывать список всего того, что доступно нашим бустерам. Вы просто подпишитесь разочек, посмотрите, вам понравится, вы останетесь, я вас уверяю. А мы переходим к нашим. Эврикус выпустит на русском языке настольную игру Incantibus. И в этой игре, как я люблю, сама коробка станет частью игры. Вы будете волшебниками и ведьмами, исследующими старую башню. У вас будут волшебные палочки специальные. Эврикус любит волшебные палочки, особенно Дима Павлов. Используя ваши волшебные палочки, вы должны будете вот так вот указывать на какие-то жетоны в центре поля, который выложен в этой башне самой. И если два игрока укажут на один и тот же предмет, то тот, у кого палочка мощнее, выигрывает и забирает его себе, но должен поменяться палочками с проигравшим. Только определенные комбинации предметов дадут вам доступ к таинственным зельям и магическим гримуарам. Исследовав все комнаты башни, вы сразитесь со злыми волшебниками, используя их слабость, чтобы победить их. А в конце, конечно, вас ждет босс, мы с ним боремся все вместе, но очки считаем в конце все равно. Еще у них выйдет игра, которая называется «Несказочная заварушка», где предстоит поделить небольшое соседнее королевство, размещая в нем своих подданных. Используя свойства каждого персонажа и их особенности, вы будете получать победные очки. Hobby World выпустит на русском языке головоломную игру на взятки King's Trick Takers. В ней в ходе 3 раундов вы будете не только брать взятки, но и использовать способности разных персонажей, чтобы набрать победные очки. А еще у них будет игра, где нужно отгадывать порядок предметов в категории, и в ней главное не быть тем, кто ошибся последним. Называется For the Order. Чучу Games издаст на русском языке игру Artistry. В этой игре вы будете заниматься созданием предметов искусства в стиле Art Nouveau, и игра сама оформлена соответствующим образом. Каждый раунд игроки будут по очереди использовать своих ремесленников для получения на рынке тайлов, материала определенной формы и использовать их для создания узоров у себя на планшете, чтобы получить известность. По мере того, как каждый игрок создает больше узоров, он получает новых ремесленников или повышает уровень уже имеющихся ремесленников от ученика до подмастерья и в итоге до мастера. Это дает ему доступ к новым формам и лучшим возможностям для создания узоров. В конце игры игроки подсчитывают свою известность, основанную на приобретенных ремесленниках и созданных ими узорах. Игрок с наибольшей известностью побеждает. А еще они издадут игру Fame and Fable, разработанную художником на основе своих иллюстраций и придуманного им же фэнтезийного мира. В ней вы станете героями и будете соревноваться за получение победных очков. В игре на очки действия вы покупаете карты, используете способности и деретесь с монстрами. По описанию это такая необычная евро на менеджмент карт и расчет. И на мой взгляд, у нее очень стильное оформление. А Board Zeppelin издаст SAS Rogue Regiment. Это настольная игра в жанре скрытых операций, действия которой разворачиваются во время Второй мировой войны. Она предназначена для игры от 1 до 4 игроков и предлагает захватывающий опыт проведения диверсий в тылу врага. Это такой некий команда с Behind the Enemy Lines, только на столе. Игроки возьмут на себя роли бойцов легендарной британской специальной воздушной службы и будут выполнять миссии по саботажу, уничтожению конвоев, ликвидации офицеров, подрыва складов и другие операции в оккупированной Европе после высадки в Нормандии. Цель будет выполнить задание и скрыться, не вызвав обнаружения. А прямо вчера у нас вышел офигительный обзор от Sony на Primal. Большая игра, босс Батлер, посмотрите, он очень подробно рассказал все, что в этой игре есть, включая режим кампании и так далее. Ну и новости прошлой недели были сняты специфическим образом. Вернее, скажем так, сценарий у них был специфический. Посмотрите тоже.
И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока.